субботу, 22 октября 1977 года, Джордан Клеберг, начальник полиции университета штата Огайо, отдал приказ усилить охрану территории медицинского колледжа. Вооруженные полицейские патрулировали территорию и на машинах, и пешком. Даже на крышах находились вооруженные наблюдатели. Женщин предупредили, чтобы они не ходили в одиночку и остерегались мужчин, в машины которых садятся. В течение последних 8 дней на территории университетского городка, прямо у пункта охраны, были похищены 2 молодые женщины. Судя по рассказам потерпевших, все происходило между 7 и 8 часами утра. Первой была 25-летняя студентка факультета оптометрии, вторая – 24-летняя медсестра. Обеих отвезли за город, изнасиловали, заставили обналичить чек и отобрали деньги. Газеты опубликовали фоторобот преступника, сделанный полицией, и население отозвалось сотнями телефонных звонков, имен, описаний. Но все без толку. Никаких зацепок, никаких подозреваемых. Напряжение среди сотрудников университета нарастало. Соответственно, усиливалось давление на начальника полиции. Студенческие организации и сообщества требовали поймать человека, которого газеты и телевидение штата успели окрестить университетским насильником. Возглавить охоту на этого человека Клеберг поручил молодому следователю Элиоту Боксербауму. Изучив фоторобот и некоторые сведения, полученные от обеих пострадавших, Боксербаум и Клеберг пришли к выводу, что насильником был белый американец 23-27 лет, волосы рыжевато-каштановые, вес 80-84 килограмма. Оба раза мужчина был одет в коричневую спортивную куртку, джинсы и белые кроссовки. Кэрри Драйер, первая жертва, вспоминала, что насильник был в перчатках и держал небольшой револьвер. Время от времени глаза у него судорожно двигались из стороны в сторону. Вероятно, симптом нистагма. Насильник приковал девушку наручниками к внутренней стороне дверцы ее собственной машины и отвез в пустынное место за городом, где и изнасиловал. После этого он сказал: «Если пойдешь в полицию, не вздумай описывать мою внешность. Если увижу что-нибудь в газетах, пошлю к тебе еще кого-нибудь». Словно желая доказать, что он не шутит, он выписал несколько имен из ее записной книжки. Донна Уэст, невысокая пухленькая медсестра, сообщила, что у человека, который ее изнасиловал, был автоматический пистолет. На руках у него она заметила какие-то пятна. Не грязь и не жир, а что-то вроде масляной краски. Насильник сказал, что его зовут Фил. Он много ругался, глаза его она не разглядела, потому что на нем были надеты темные очки. Насильник записал имена ее родственников и предупредил, что если она опознает его, то она или кто-то из ее родственников пострадают от братства. Она, вслед за ней и полиция предположили, что парень хвастался, будто входит в террористическую группу или является членом мафии. Клеберга и Боксербаума озадачило одно, но существенное различие в описаниях. У первого человека были аккуратно подстриженные усы. У второго – 3-дневная щетина на щеках и никаких усов. В Центральном управлении полиции, расположенном в деловой части города Коламбус, детектив Ники Миллер из отдела сексуальных преступлений заступила на дежурство, которой и поручили вести это дело. Полли Ньютон, 20-летняя студентка университета штата Огайо, примерно в 8 часов утра была похищена возле своей квартиры, расположенной недалеко от территории университета. Не успела пострадавшая припарковать голубой корвет своего друга, как ее тут же впихнули обратно в машину и приказали ехать в какое-нибудь безлюдное место за городом. Там она была изнасилована. Потом насильник заставил ее вернуться в Коламбус, чтобы обналичить 2 чека, прежде чем она отвезет его обратно на территорию университета. Затем он предложил ей обналичить еще 1 чек, прекратить платежи и держать деньги при себе. По словам Полли, человек, который ее похитил, сказал, что он член метеорологического общества, а кроме того, бизнесмен и возит Мазератти. После того, как Полли была оказана помощь, она согласилась поехать с полицейскими, чтобы найти место, куда ее заставили поехать. Но к тому времени стало темнеть, и она поняла, что не найдет этого места. Было решено отправиться туда на следующее утро. Дактилоскописты из выездной бригады провели поиск отпечатков пальцев в машине Полли. Было обнаружено 3 частичных отпечатка, достаточно отчетливых для сравнения с отпечатками будущих подозреваемых. Полли отвезли в следственный отдел,
чтобы вместе с художником составить портрет преступника. Затем Полли попросили посмотреть фотографии белых мужчин, виновных в изнасилованиях. Полли изучила 3 альбома с фотографиями, по сотне в каждом, но никакого успеха. Только в 10 часов вечера, выжатую как лимон после 7-часового пребывания в полиции, ее наконец оставили в покое. На следующее утро, в 10 часов 15 минут, детективы утренней смены заехали за Полли и повезли ее в округ Делавэр. При дневном свете она смогла найти место, где ее изнасиловали. На берегу пруда были найдены гильзы от 9-миллиметровых пуль. Полли сказала, что именно оттуда человек стрелял в бутылки из-под пива, которые бросал в воду. Когда они вернулись в участок, Ники Миллер как раз заступала на дежурство. Она привела Полли в небольшую комнату, расположенную напротив стола секретаря, и дала еще один альбом с фотографиями. Оставив Полли одну, Ники прикрыла за собой дверь. Несколько минут спустя в следственный отдел прибыл Эллиот Боксербаум с медсестрой Донной Уэст, второй жертвой изнасилования. Он хотел, чтобы она тоже посмотрела фотографии. Эллиот и начальник полиции Клеберг решили придержать студентку факультета оптометрии для опознания насильника в ряду других лиц, если фотографии окажутся бесполезны для суда. Дойдя до середины альбома, Донна вдруг остановилась на фотографии симпатичного юноши с бакенбардами и тяжелым, пристальным взглядом. Она вскочила, чуть не опрокинув стул. «Это он, я уверена!» Миллер попросила ее написать свое имя на обороте фотографии, затем посмотрела идентификационный номер, сверила его с записью и написала «Уильям С. Миллиган». Это была старая фотография. Затем она вложила фотографию в альбом, который еще не был просмотрен Полли Ньютон. Ники Миллер чувствовала. Полли догадывается, что детективы ожидают ее реакцию на одну из фотографий в альбоме. Полли внимательно разглядывала фотографии, и когда она просмотрела половину альбома, Миллер напряглась в ожидании. Если Полли отметит ту же фотографию, университетский насильник будет у них в руках. Полли остановилась на фотографии Миллигана, затем продолжила дальше. Миллер почувствовала, что вся дрожит от напряжения. Полли вернулась назад и снова стала рассматривать фотографию молодого человека с бакенбардами. «Этот парень похож на него», — сказала она, — «но я не уверена». Боксербаум сомневался, стоит ли выписывать ордер на арест Миллигана. Хотя Донна Уэст опознала его уверенно, Эллиота беспокоил тот факт, что фотография была 3-летней давности. Он хотел дождаться результатов дактилоскопии. Идентификационную карточку Миллигана передали на 1-й этаж, в идентификационный отдел, чтобы сравнить его отпечатки пальцев с отпечатками, найденными на машине Полли. Ники Миллер раздражала вся эта возня. Она чувствовала, что они нашли нужного человека, и хотела как можно быстрее схватить преступника. Но поскольку Полли Ньютон не была уверена в точности опознания, оставалось только ждать. Результат пришел через 2 часа. Отпечатки первого указательного пальца на внешней стороне стекла дверцы корвета со стороны пассажира и правого безымянного пальца, а также правой ладони принадлежали Миллигану. Можно сказать, в десятку. Для суда вполне достаточно. Но Боксербаум и Клеберг все еще колебались. Они хотели быть совершенно уверены, прежде чем задерживать подозреваемого, и попросили вызвать независимого эксперта. Поскольку отпечатки пальцев Миллигана совпадали с отпечатками на машине его жертвы, Ники Миллер решила возбудить уголовное дело по факту похищения, ограбления и изнасилования. Она получит ордер на арест, Миллигана доставят в участок, и тогда Полли сможет опознать его. Боксербаум был согласен со своим начальником Клебергом, который настаивал на том, чтобы подождать заключения эксперта. Это займет 1-2, не больше, зато появится уверенность. Было уже 8 часов вечера, когда независимый эксперт согласился с тем, что все отпечатки принадлежат Миллигану. Боксербаум записал информацию, поступившую из идентификационного отдела. Уильям Стэнли Миллиган, 22 года, бывший осужденный, досрочно освобожден из Ливанского исправительного заведения, штат Огайо. Известный адрес: 933 Спринг-стрит, Ланкастер, Огайо. Миллер вызвала группу захвата. Все собрались в отделе сексуальных преступлений для разработки плана операции. Сначала необходимо было выяснить, сколько людей живут в одной квартире с Миллиганом. 2 пострадавшие сообщили, что он называл себя террористом и боевиком. В присутствии Полли он стрелял из пистолета. Следовательно, он вооружен и опасен.
Офицер из группы захвата предложил следующий план. Он воспользуется пустой коробкой из-под пиццы, притворившись, что кто-то по этому адресу заказал пиццу, и когда Миллиган откроет дверь, офицер попытается заглянуть внутрь. Возражений не было. С того момента, как Боксербаум узнал адрес, он пребывал в недоумении. С какой стати бывший осужденный трижды за 2 недели будет совершать поездки в 45 миль от Ланкастера до Коламбуса, чтобы совершить изнасилование? Что-то не сходилось. Когда все уже собирались уходить, Эллиот поднял телефонную трубку, набрал номер адресной службы и спросил, не было ли новых записей по Уильяму Миллигану. Он выслушал ответ и быстро записал адрес. «Миллиган переехал», — объявил он. Новый адрес — 5673 Олд Ливингстон-авеню, Рейн-Олдсбург. В 10 минутах езды отсюда на восточной стороне. В этом уже есть какой-то смысл. Все облегченно вздохнули. В 9 часов полицейские и офицеры из группы захвата на 3 машинах выехали по адресу Миллигана. Первой прибыла на место группа захвата. 15-минутная поездка растянулась на час. Еще 15 минут ушли на поиск нужного адреса по извилистой, вновь проложенной улице жилого комплекса Ченнингуэй. Ожидая, пока подъедут остальные, прибывшие поговорили с некоторыми из соседей. В квартире Миллигана горел свет. Когда подъехали детективы и офицеры университетской полиции, все заняли свои места. Офицер группы захвата вынул из багажника пустую коробку из-под пиццы и написал на ней черным фломастером «Миллиган, 5673 Олд Ливингстон». Он вытащил рубашку из джинсов, чтобы прикрыть револьвер, и неторопливо пошел к одной из 4 дверей, выходящих во двор. Нажал на звонок. Никто не ответил. Позвонил снова и, услышав шум внутри, принял скучающий вид, одной рукой держа пиццу, а другую положив на бедро рядом с пистолетом. Со своего места за домом Боксербаум видел молодого человека, сидящего в коричневом кресле перед большим цветным телевизором. С левой стороны от центральной двери он заметил красное кресло. Гостиная, она же столовая, имела форму буквы «Г». Больше никого не было видно. Молодой человек, смотревший телевизор, поднялся и пошел открывать дверь. Когда офицер группы захвата позвонил еще раз, сквозь стекло возле двери он заметил какой-то силуэт. Дверь открылась, и перед ним оказался симпатичный молодой человек. Офицер передал пиццу, на что молодой человек ответил, что ничего не заказывал. Тогда он показал имя и адрес, написанные на коробке. Но молодой человек сказал, что это квартира его друга, а никакого Билли Миллигана он и вовсе не знает. После недолгих припираний офицер бросил коробку, выхватил револьвер и приставил его к затылку подозреваемого. Затем на его запястьях защелкнулись наручники. Молодой человек, казалось, был абсолютно шокирован таким поворотом событий. Все прибывшие полицейские тут же определили, что перед ними находился Билли Миллиган. Офицеры решили посмотреть, есть ли кто-нибудь в других комнатах. Прошли в спальню и увидели на неубранной постели коричневый спортивный костюм. В комнате царил беспорядок. На полу валялось белье. Полицейские заглянули в открытый стенной шкаф, и там, на полке, обнаружили аккуратно сложенные кредитные карточки на имя Донны Уэст и Кэрри Драйер. Также клочки бумаги, отобранные у женщин. Затемненные очки и бумажник лежали на туалетном столике. Боксербаум указал на большую картину, на которой была изображена не то королева, не то знатная дама 18-го столетия, одетая в голубое платье с кружевной отделкой, сидящая за пианино с нотами в руках. Точность деталей изумляла. Картина была подписана Миллиган. Так полицейские поняли, что пятна на руках насильника, про которые говорила одна из жертв, были пятнами краски. В 11:30 ночи Миллигана доставили в участок. Зачитали его права и спросили, подпишет ли он отказ от претензий. Миллиган только уставился на полицейских. Ему сказали, что он изнасиловал 3 женщин, на что Билли ответил, что никого не обижал. Далее его отвели на 5-й этаж, где его должны были сфотографировать и снять отпечатки пальцев. Женщина-полицейский в форме подняла голову при их появлении. Офицер взял руку Миллигана, чтобы снять отпечатки, но тот внезапно рванулся назад, словно придя в ужас от его прикосновения, и спрятался за спиной женщины, ища у нее защиты. После окончания необходимых процедур Билли отправили в камеру. Миллиган съежился в углу крохотной камеры. Его всего трясло. Внезапно, издав икающий звук, он потерял сознание. Через минуту открыл глаза и с удивлением стал осматривать стены, туалет и койку. «О боже, нет!» – закричал он. «Только не это опять!»
Он сел на пол, тупо уставившись в пространство. В большинстве случаев тяжких уголовных преступлений, когда было ясно, что полиция продолжит расследование после ареста, адвокат-инспектор Гэри Швейкарт обычно посылал в окружную тюрьму любого подвернувшегося под руку адвоката. Но данный случай не был обычным. Пристальное внимание прессы к делу университетского насильника сделало этот арест большой удачей полиции Коламбуса, и Швейкарт понимал, что теперь они насядут на заключенного, чтобы он дал признательные показания. Потребуется много сил, чтобы защитить права этого человека. Швейкарт решил сам съездить в окружную тюрьму, только для того, чтобы представиться в качестве государственного защитника и предупредить парня, чтобы он не говорил ни с кем, кроме своего адвоката. Увидев Миллигана, адвокат понял, что парень явно в панике. Он не отрицает своих преступлений, только повторяет, что ничего не помнит. Это было необычно. Университетский насильник, ссылающийся на безумие. Билли попросил Швейкарта назначить ему женщину-адвоката, поэтому он решил назначить на это дело Джуди Стивенсон. Джуди Стивенсон прибыла на опознание преступника в 9 часов 45 минут утра в понедельник, 31 октября 1977 года. Когда привели Миллигана, она заметила, что он сильно испуган и находится в отчаянии. Полицейский провел Миллигана на площадку, и он встал в ряд под номером 2. Для опознания были представлены 4 человека. Донни Уэст, медсестре, узнавшей его по фотографии, сказали, что она не нужна для опознания, и она уехала со своим женихом в Кливленд. Синтия Мендоза, которая обналичивала один из чеков, не опознала Миллигана. Она указала на номер 3. Женщина, которую изнасиловали в августе при совершенно других обстоятельствах, сказала, что это мог быть номер 2, но она не уверена. Кэрри Драйер смутил отсутствие усов, но номер 2 показался ей знакомым. Полли Ньютон опознала его со всей определенностью. 3 ноября большое жюри вынесло вердикт о привлечении Миллигана к уголовной ответственности по 3 фактам похищения, 3 фактам ограбления с отягчающими обстоятельствами и 4 фактам изнасилования. Все обвинения были первой степени, заслуживающими наказания от 4 до 25 лет по каждому факту. Прокуратура редко принимала участие в назначении обвинителей, даже в случаях убийств. Обычная процедура для начальника отдела тяжких преступлений заключалась в том, чтобы за 2-3 недели до суда назначить обвинителя по случайному выбору. Но окружной прокурор Джордж Смит вызвал 2 очень способных обвинителей и сказал им, что придание гласности дела университетского насильника вызвало широкий общественный резонанс. Поэтому он хотел, чтобы они взялись за это дело решительно и жестко. Обвинители, учитывая наличие у них неоспоримых улик, подтверждавших виновность Билли Миллигана, не сомневались в своей победе. На следующий день Уильям Миллиган попытался покончить с собой, разбив голову о стену камеры. Суд согласился удовлетворить ходатайство защиты и отложить слушание, чтобы Уильяма Миллигана обследовал психолог. Однажды Гэри Швейкарт увидел, как Миллиган улыбнулся. В глазах его появился блеск. Он расслабился, успокоился, стал шутить, почти беззаботно. Совершенно другой человек, не похожий на тот клубок нервов, с которым Швейкарт встретился в первый день. Он подумал, что парня будет намного легче защищать, чем показалось вначале. Однако в декабре после слушания дела о прекращении условного освобождения адвокат Джуди Стивенс получила записку. «Уважаемая мисс Джуди, пишу это письмо, потому что иногда я не могу сказать того, что чувствую, а я больше всего хочу, чтобы вы меня поняли. Прежде всего я хочу поблагодарить вас за все то, что вы сделали для меня. Вы добрый, милый человек, и вы очень стараетесь. Большего нельзя и требовать. Теперь вы со спокойной совестью можете забыть про меня. Скажите в вашей конторе, что я не хочу никаких адвокатов. Мне не нужен адвокат. Раз вы считаете меня виновным, значит я действительно виновен. Я лишь хотел знать это наверняка. Всю свою жизнь я только и делал, что причинял боль и вред тем, кого я люблю. И самое страшное то, что я не могу прекратить это, потому что не могу не делать этого. Заключение меня в тюрьму сделает меня только хуже, как это случилось в прошлый раз. Психиатры не знают, что делать, потому что не могут понять, в чем дело. Теперь я должен остановиться. Я сдаюсь. Мне все равно. Можно вас попросить исполнить мою последнюю просьбу? Позвоните маме и Кэти и скажите им, чтобы они больше сюда не приходили. Я больше не хочу никого видеть. Но я люблю их и прошу прощения. Вы самый лучший адвокат, каких я знаю. И я всегда буду помнить, что вы были добры ко мне. Прощайте. Билли.
В тот же вечер сержант позвонил домой Швейкарту и сообщил, что Миллиган снова пытался покончить с собой, а также разбил кулаком унитаз. Швейкарт и Стивенсон проигнорировали письмо Миллигана, в котором он отказывался от их услуг, и ежедневно посещали его в тюрьме. Служба государственной защиты выделила деньги на оплату психологического тестирования. 8 и 13 января 1978 года доктор Уиллис Дрискал провел серию тестов. Тест на интеллект показал коэффициент интеллектуального развития, IQ, равный 68, но Дрискал заявил, что депрессия Миллигана снизила этот показатель. Его диагноз – острая форма шизофрении. Миллиган страдает расстройством личности до такой степени, что трудно определить границы его «я». Он испытывает шизофреническую неспособность определять расстояние и почти не в состоянии отделить себя от своего окружения. Он слышит голоса, которые приказывают ему совершать те или иные действия, и кричат на него в случае отказа. Миллиган выражает уверенность, что это голоса людей, которые вышли из преисподней, чтобы мучить его. Он также говорит о хороших людях, которые периодически входят в его тело, чтобы сражаться с плохими людьми. По моему мнению, в настоящее время мистер Миллиган не способен выступить в свою защиту, не способен установить адекватный контакт с реальностью, чтобы понять происходящие события. Я настоятельно рекомендую поместить этого человека в больницу для дальнейшего исследования и возможного лечения. Первая судебная схватка произошла 19 января, когда Стивенсон и Швейкарт представили отчет психолога судье в доказательство того, что их клиент не способен выступить в свою защиту. Судья сказал, что он обратился в Юго-Западный центр психического здоровья в Коламбусе, чтобы тот обязал свой отдел судебной психиатрии обследовать их подзащитного. Гэри и Джуди это встревожило, поскольку обычно эта организация принимала сторону обвинения. Гэри настаивал на том, что любая информация, которая будет получена во время исследований в психиатрическом центре, не должна разглашаться и не должна быть использована против их клиента ни при каких обстоятельствах. Прокуроры возражали. Тогда государственные защитники пригрозили, что посоветуют Миллигану не разговаривать ни с кем из психологов и психиатров этого центра. Судья был близок к тому, чтобы обвинить их в неуважении к суду. В качестве компромисса обвинители согласились с тем, что только в том случае, если Миллиган будет давать показания в свою защиту, они зададут ему вопросы, касающиеся уличающих фактов, о которых он сообщит психологам, назначенным судом. Частичная победа все же лучше, чем ничего. На таких условиях адвокаты решили рискнуть и позволить специалистам Юго-Западного отделения судебной психиатрии побеседовать с Уильямом Миллиганом. Чтобы предотвратить дальнейшие попытки самоубийства, шериф распорядился перевести Миллигана в одиночную палату в лазарете и надеть на него смирительную рубашку. Пришедший позднее осмотреть заключенного врач не поверил своим глазам. Он позвал старшего по смене и показал на Миллигана сквозь решетку. Старший раскрыл рот от удивления. Миллиган крепко спал, положив под голову свернутую смирительную рубашку. Первая беседа со специалистом Юго-Западного центра была назначена на 31 января 1978 года. Психолог Дороти Тернер, хрупкая женщина с застенчивым, почти испуганным выражением лица, подняла голову, когда сержант Уиллис ввел Миллигана в кабинет для беседы. Она увидела привлекательного высокого молодого человека в синем спортивном костюме. У него были усы и длинные баки, но в его глазах застыл детский страх. Увидев ее, он вроде бы удивился, но когда сел на стул напротив ее, сложив руки на коленях, то уже улыбался. В тот день он представился ей 8-летним Дэвидом. Он сообщил, что Билли спит. На просьбу разбудить его Дэвид ответил, что этого не позволит Артур. Во время этой беседы психолог выяснила для себя новое понятие – встать в пятно. Оказалось, что в теле Билли Миллигана обитало несколько личностей. У каждого была своя роль. Если кому-то нужно было завладеть контролем над телом, то он вставал в пятно. Это большое яркое пятно света, как от прожектора. Все находятся вокруг него, бодрствуют или спят в своих постелях. И кто становится на пятно, тот захватывает контроль над телом Билли. Дэвид попросил Дороти пообещать, что она никому не расскажет об этом. Дороти согласилась. Выйдя из окружной тюрьмы после беседы с Миллиганом, Дороти Тернер остановилась и плотнее запахнула пальто, спасаясь от холодного ветра. Она была готова к встрече с молодым уголовником, который прикидывался безумным, чтобы избежать наказания, но не ожидала ничего подобного. На следующий день, войдя в комнату для бесед, Дороти Тернер заметила что-то новое в выражении лица Миллигана.
Он избегал ее взгляда и сидел на стуле с поднятыми коленями, играя со своими ботинками. Дороти спросила его о самочувствии. Миллиган ответил не сразу. Он оглядывался по сторонам и время от времени бросал взгляд на Дороти, как будто не узнавая ее. Потом потряс головой и заговорил как подросток. Уроженец Лондона, говорящий на кокни. Он представился Кристофером. Он был открытым, искренним, счастливым и очень отличался от человека, с которым она беседовала накануне. Должно быть, Миллиган невероятно хороший актер. 4 февраля в свой третий визит Дороти Тернер заметила, что молодой человек, вошедший в комнату, держится совсем по-другому. Он небрежно сел, откинулся на спинку стула и высокомерно взглянул на нее. На этот раз он представился Томми. В течение следующих 15 минут Дороти Тернер пыталась разговорить его, но Томми оставался замкнутым. Выйдя из здания тюрьмы, она немного постояла на улице, думая о Кристофере и о своем обещании Дэвиду никогда не выдавать секрета. Она разрывалась между своим обещанием и пониманием того, что адвокаты Миллигана должны знать об этом. Позднее доктор Тернер позвонила в адвокатуру и попросила к телефону Джуди Стивенсон. Тогда-то она и сообщила, что убили Миллигана расстройством множественной личности. 21 февраля доктор Стелла Кэролин, психиатр Юго-Западного центра психического здоровья и коллега доктора Тернер, информировала государственных защитников, что доктор Корнелия Уилбур, ставшая известной всему миру после того, как вылечила Сибиллу, женщину с 16 личностями, согласилась приехать из Кентукки 10 марта, чтобы познакомиться с Миллиганом. Готовясь к визиту доктора Уилбур, Дороти Тернер и Джуди Стивенсон поставили себе задачей убедить Артура и Рейджина, которые решали, кому встать в пятно в теле Миллигана, а также других позволить открыть секрет еще одному человеку. И вновь целые часы были потрачены на уговоры каждой личности в отдельности. К этому времени они знали уже 9 имен и разговаривали с Артуром, Алленом, Томми, Рейджином, Дэвидом, Денни, Кристофером. Но еще не познакомились ни с Кристин, трехлетней сестрой Кристофера, ни с оригиналом или ядром, Билли, которого остальные держали в спящем состоянии. Когда они наконец получили разрешение ознакомиться с секретом других людей, была организована группа, включающая прокурора, который мог наблюдать встречу доктора Уилбур и Миллигана в окружной тюрьме имени Франклина. Джуди и Гэри побеседовали с матерью Миллигана, Дороти, его младшей сестрой Кэти и старшим братом Джимом. Но никто из них не говорил им о жестоком обращении с Билли. Мать рассказала, что Челмер Миллиган, муж, бил ее. Учителя, друзья и родственники описывали странное поведение Билли Миллигана, говорили о его попытках самоубийства и состояниях транса. Джуди и Гэри были уверены, что они с полным основанием, подтвержденным всеми законными тестами в Огайо, могут заявить, что их подзащитный не в состоянии находиться под судом. Но они понимали, что есть еще одно препятствие. Если судья Флауэрс примет к сведению отчет Юго-Западного центра, то Билли Миллигана пошлют в психиатрическую клинику для обследования и лечения. Они не хотели, чтобы его положили в государственную клинику для душевнобольных преступников в Лиме. Ее репутация была им хорошо известна, по рассказам многих ее бывших пациентов, и они понимали, что их клиент там не выживет. Воскресное утро 12 марта 1978 года выдалось холодным, но солнечным. Берни Явич вышел из машины и направился в окружную тюрьму имени Франклина, испытывая какое-то странное чувство. Впервые он, прокурор, будет присутствовать при тестировании подзащитного психиатрами. Берни перечитывал отчет из Юго-Западного центра и отчет полицейских, но и представления не имел, чего следует ожидать. Он не мог поверить, что все именитые доктора серьезно относятся к такому явлению, как множественная личность. На Берни не произвел впечатления приезд Корнелии Уилбур. Она верит в такие вещи и значит будет искать их и в Миллигане. Но присутствие Хардинга меняло дело. В штате Огайо не было более уважаемого психиатра. Никто не способен обмануть доктора Хардинга. Для многих ведущих прокуроров, которые не уважают психиатров, проводящих судебно-психиатрическое тестирование, Джордж Хардинг-младший был безусловным исключением. Когда Уилбур начала задавать вопросы Миллигану, Явич расслабился. Она разговаривала с Миллиганом спокойно по-матерински. Дэнни отвечал на вопросы и рассказал ей об Артуре, Рейджине и Аллене. С возрастающим удивлением Явич наблюдал, как взгляд Дэнни стал отсутствующим. Губы зашевелились, тело вдруг выпрямилось, и он в изумлении огляделся. Сначала он молчал, а затем попросил сигарету.
Доктор Уилбур дала ему сигарету, и пока он усаживался, Джуди Стивенсон шепнула Явичу, что единственный, кто курит, это Ален. Уилбур еще раз представилась сама и представила тех из присутствующих, кто еще не был знаком с Аленом. Явич был поражен, насколько изменился Миллиган, каким он стал непринужденным и общительным. Он улыбался, говорил убедительно и гладко, очень отличаясь от застенчивого подростка Дэнни. Ален ответил на вопросы доктора Уилбур о его интересах. Он играет на пианино и на барабане, рисует в основном портреты. Ему 18, и он любит бейсбол, хотя Томми ненавидит эту игру. Явич во все глаза смотрел, как Ален быстро сделал пару глубоких затяжек, прежде чем уйти. Эта маленькая деталь казалась такой естественной. Курнуть напоследок, прежде чем появится Артур, который не курит. И опять взгляд потускнел, веки заморгали. Молодой человек открыл глаза, откинулся на стуле, огляделся с надменным видом и сложил вместе кончики пальцев, образуя пирамидку. Когда он заговорил, в его речи звучал аристократический британский акцент. Явич нахмурился, прислушиваясь. Он действительно видел и слышал нового человека, разговаривающего с доктором Уилбур. Взгляд Артура, его движения разительно отличались от Алена. Друг Явича, бухгалтер из Кливленда, был британцем, и Явич был поражен сходством их речевой манеры. Затем попросили встать в пятно Рейджина. Снова застывшее лицо, взгляд в одну точку, состояние транса. Губы задвигались, словно шел неслышный внутренний разговор. Затем челюсти стиснулись, а брови нахмурились. Доктор Уилбур вновь представила всех, и Явич снова удивился перемене, этому поразительному славянскому акценту. Берни пожалел, что не знает хотя бы нескольких фраз на сербско-хорватском, чтобы выяснить, только ли акцент это, или Рейджин действительно понимает язык. Он хотел бы, чтобы доктор Уилбур выяснила это и пытался сказать об этом, но всех попросили пока помолчать. Рейджин повздорил с присутствующими и попросил выйти адвоката и прокурора. Гэри и Берни Явич вышли в коридор. Оставшиеся в комнате внимательно наблюдали, как бледнело лицо Миллигана. Казалось, взгляд его обратился внутрь. Губы дергались, словно он говорил во сне. Вдруг глаза его распахнулись. Он рывком повернулся, оглядываясь. Увидев смотрящих на него людей, вскочил со стула, упал на четвереньки и пополз, как краб, к противоположной стене, как можно дальше от них. Протиснулся между двумя стульями с откидными досками для письма, съежился и зарыдал, вопрошая, что он сделал на этот раз. Миллиган дрожал мелкой дрожью, вдавливая себя в стену, словно стараясь пройти сквозь нее. Волосы упали ему на глаза, и он выглядывал из-под них, не делая попыток откинуть их с лица. Гэри и Берни Явичу было разрешено войти в комнату. Томми был представлен всем присутствующим. Ему задали несколько вопросов и отправили в камеру. Когда Явич услышал, что произошло в их отсутствии, он покачал головой. Все это казалось нереальным, словно мертвые тела, захваченные духами или демонами. Теперь он понял, что все это не было мистификацией. И только доктор Джордж Харзинг не сказал ничего определенного. Он заявил, что хотел бы пока воздержаться от суждений. Ему необходимо подумать о том, что он слышал и видел. Завтра он изложит свое мнение на бумаге и передаст судье Флауэрсу. В письме, датированном 13 марта 1978 года, доктор Джордж Хардинг-младший написал судье Флауэрсу следующее. На основании проведенной экспертизы считаю своим долгом заявить, что Уильям С. Миллиган не может находиться под судом по причине неспособности сотрудничать со своим адвокатом в вопросах собственной защиты. Миллиган не обладает достаточной эмоциональной целостностью, необходимой для дачи показаний в свою защиту. Для встречи со свидетелями, а также для реального психологического присутствия в суде, помимо простого физического присутствия. Теперь доктор Хардинг должен был принять еще одно решение. Швейкарт и Явич просили его не ограничиваться компетентной оценкой состояния и положить Миллигана в его клинику для окончательного диагноза и лечения. Приняв во внимание аргументы Джорджа Хардинга-младшего, а именно, что клинике предоставляется возможность изучить данную форму расстройства и сделать важный вклад в психиатрию, попечительный совет согласился принять Уильяма Миллигана на 3 месяца по поручению суда. Миллиган без возражений дал надеть на себя рубашку и не сопротивлялся, когда его вели из камеры к лифту. Внизу в коридоре ждали Гэри и Джуди, которым не терпелось сообщить своему подзащитному хорошую новость. Когда дверь лифта открылась, они увидели медика и охранника, которые, разинув рты, глядели, как Миллиган перешагнул через смирительную рубашку, буквально соскользнувшую с него,
Билли Миллигана перевели из окружной тюрьмы в клинику имени Хардинга за 2 дня до назначенной даты, утром 16 марта. В этой клинике начались различные тесты его психики. Билли провел в клинике более 6 месяцев. Доктор Джордж Хардинг-младший боролся со своей совестью. Он не знал, имеет ли он моральное право использовать диагноз множественной личности как защиту против тяжких преступлений. 12 сентября 1978 года консилиум подготовил 9-страничный отчет судье Флауэрсу, в котором представил медицинскую, социальную и психиатрическую картину Билли Миллигана. Пациент сообщает, что мать и дети подвергались физическому насилию, и что он лично подвергался садистскому и сексуальному насилию, включая анальный половой акт, совершенный мистером Миллиганом. По словам пациента, это произошло, когда ему было 8 или 9 лет, и продолжалось в течение года, обычно на ферме, где он находился один с отчимом. По его словам, он боялся, что отчим его убьет, так как тот грозился закопать мальчика в амбаре и сказать матери, что тот убежал. В анализе психодинамики данного случая Хардинг указал, что самоубийство биологического отца лишило Миллигана отцовской заботы и внимания и оставило его с чувством огромной вины, ведущей к беспокойству, конфликтам и все возрастающим фантазиям. Таким образом, сделавшись уязвимым, он позволил отчиму Челмеру Миллигану эксплуатировать себя. И тот, воспользовавшись потребностью ребенка в ласке, удовлетворял свои собственные фрустрации посредством сексуальной и садистской эксплуатации. Поскольку юный Миллиган идентифицировал себя со своей матерью, когда ее бил муж, это заставляло мальчика переживать ее ужас и боль, а также привело к стремлению отделиться, в результате чего он оказался в нестабильном, выдуманном мире с непредсказуемыми и непонятными характеристиками, мире, подобном сну. Это, наряду с унижениями со стороны отчима, его садистскими издевательствами и сексуальным насилием, и привело к периодическим диссоциациям. В заключении доктор Джордж Хардинг написал: «Мое мнение таково, что пациент правомочен предстать перед судом, достигнув слияния своих множественных личностей. Я также считаю, что пациент душевно болен и по причине болезни не отвечал за свое преступное поведение, имевшее место во второй половине октября 1977 года». 9 сентября адвокат Джуди Стивенсон направила ходатайство, в котором указала, что защита считает своего клиента невиновным по причине безумия. Прочитав отчет доктора Джорджа Хардинга, прокуроры Берни Явич и Терри Шерман согласились, что это была одна из самых тщательных психиатрических экспертиз, с которыми им приходилось иметь дело. Все, что они как обвинители привыкли критиковать в показаниях психиатров, все положения, обычно могущие быть опротестованными, в данном отчете представлялись неопровержимыми. В отличие от обычного 3-4-часового обследования, пациент был тщательно изучен в клинике на протяжении 7 месяцев, с привлечением ведущих психологов и психиатров. 6 октября 1978 года судья Флауэрс, проведя краткое слушание по факту правомочности подсудимого, на основании отчета Хардинга постановил, что Миллиган имеет возможность находиться под судом, и назначил дату первого слушания 4 декабря. Швейкарт выразил удовлетворение с одной лишь оговоркой. Суд состоится в соответствии с законом, существовавшим на момент совершения преступлений. 1 ноября закон штата Огайо был изменен. Теперь обвиняемый должен был доказывать свое безумие. Ранее же обвинение должно было доказывать, что на момент совершения преступления подсудимый находился в здравом уме. Явич на это условие не согласился. 24 октября судья Флауэрс вновь приказал Юго-Западному центру психического здоровья обследовать Миллигана на предмет его правомочности предстать перед судом. Доктор Джордж Хардинг-младший мог по своему усмотрению посещать обвиняемого. Кроме того, судья распорядился, чтобы Миллигана немедленно перевели из тюрьмы в Центральную психиатрическую клинику штата Огайо. 29 ноября газета Dayton Daily News и Columbus Dispatch опубликовали интервью с Челмером Миллиганом, отчимом Билли. В этом интервью он отрицал широко распространенные сообщения о сексуальном насилии в отношении пасынка. Чувствуя нарастающую уверенность в том, что Билли оправдают по причине безумия, Джуди и Гэри понимали, что существует еще одно препятствие. До сих пор в результате таких приговоров подсудимых отправляли в Лиму, но через 3 дня, 1 декабря, вступит в силу новый закон штата Огайо относительно душевнобольных пациентов. Закон гласит, что лицо, объявленное невиновным по причине безумия, следует считать душевнобольным пациентом, а не преступником. По новому закону он будет помещен в наименее ограничительные условия, совместимые с безопасностью для себя и для других.
и его перевод в учреждение для душевнобольных подпадает под юрисдикцию суда по наследственным делам. Поскольку суд был назначен на 4 декабря и Билли придется судить по новому закону, был шанс, что после слушания дела суд по наследственным делам согласится поместить его в другое место, не в Лиму, если защита сможет предоставить альтернативное учреждение, где подсудимый получит необходимое лечение. Клиника Хардинга была неприемлема из-за дороговизны. Необходимо было найти государственную клинику, в которой имелся бы врач, знакомый с подобным диагнозом и могущий лечить множественную личность. Доктор Корнелия Уилбур сообщила, что в клинике, расположенной в 75 милях от Коламбуса, есть врач, который лечил несколько множественных личностей и был признан квалифицированным специалистом в данной области. Она рекомендовала доктора Дэвида Колла, директора медицинской части Афинского центра психического здоровья, штат Огайо. 4 декабря 1978 года началось судебное заседание. После заслушивания свидетельских показаний в 12:30 судья Флауэрс вынес вердикт. Итак, со стороны защиты, исходящей из факта безумия, все свидетельства являются согласованными медицинскими свидетельствами, в которых все врачи показывают под присягой, что на момент совершения преступлений подсудимый был невменяемым. По причине своей невменяемости он был не в состоянии отличить правильное действие от неправильного, и более того, он был не способен воздержаться от совершения этих действий. При отсутствии опровергающих свидетельств, данный суд не имеет иной альтернативы, как определить на основании имеющихся свидетельств, что по пунктам обвинения со 2 по 10 включительно, подсудимый не виновен по причине безумия. Судья Флауэрс определил Билли Миллигана под ответственность окружного суда по наследственным делам округа Франклин, 3 раза стукнул молотком и объявил заседание закрытым. Билли предстояло пройти лечение в стенах Афинского центра психического здоровья, где врачи должны были собрать все личности Билли Миллигана в одну, а таких личностей было ни много ни мало 24. Каждая из них обладала своими способностями и талантами, имела свой пол, внешность, возраст, привычки и язык. Итак, личности Билли Миллигана. Первая группа под названием 10. Это те, кто стал известен психиатром, адвокатом, полицией и прессе во время суда. Первое. Уильям Стэнли Миллиган, Билли, 26 лет. Первоисточник или ядро. Личность, далее именуемая нераспавшийся Билли или Билли Н. Бросил школу. Рост 183 см, вес 86 кг. Глаза голубые, волосы каштановые. Вторая. Артур, 22 года. Англичанин. Рассудительный, уравновешенный. Говорит с британским акцентом. Самостоятельно выучил физику и химию, изучает медицинскую литературу. Бегло читает и пишет по-арабски. Твердый консерватор, считает себя капиталистом, тем не менее открыто высказывает атеистические взгляды. Первый, кто обнаружил существование всех остальных личностей. В безопасных ситуациях доминирует, решая, кому из семьи появляться в каждом случае и владеть сознанием Миллигана. Носит очки. Третье. Рейджин Водосковинич, 23 года. Хранитель ненависти. Имя составлено из 2 слов. Рейджин. Rage плюс again. Вновь ярость. Югослав, говорит по-английски с заметным славянским акцентом. Читает, пишет и говорит на сербо-хорватском. Владеет оружием. Специалист по карате. Обладает исключительной силой, сдерживаемой благодаря его способности контролировать в себе поток адреналина. Коммунист, атеист. Считает своим призванием быть защитником семьи и вообще всех женщин и детей. Овладевает сознанием в опасных ситуациях. Общался с преступниками и наркоманами, для него характерно криминальное, а иногда и садистски жестокое поведение. Вес 95 кг. Очень крупные сильные руки. Длинные черные волосы, свисающие усы. Рисует черно-белые рисунки, поскольку страдает дальтонизмом. Четвертое. Аллен. 18 лет. Жулик. Будучи манипулятором, он является тем, кто чаще всего имеет дело с посторонними людьми. Агностик. Его девиз «Бери все лучшее от жизни». Играет на барабане, рисует портреты. Единственный из всех личностей курит сигареты. Находится в хороших отношениях с матерью Билли. Рост такой же, как у Билли, хотя вес меньше – 75 кг. Волосы носит на пробор справа. Единственный из всех правша. Пятое. Томми. 16 лет.
Мастер по побегам. Его часто путают с Алленом. Как правило, агрессивен и необщителен. Играет на саксофоне, рисует пейзажи. Специалист по электронике. Светло-русые волосы, глаза цвета темного янтаря. 6. Дэнни, 14 лет. Тот, кто испуган. Боится людей, особенно мужчин. Однажды его заставили копать себе могилу и похоронили заживо. С тех пор рисует только натюрморты. Светлые волосы до плеч, голубые глаза, невысокий и худощавый. 7. Дэвид, 8 лет. Хранитель боли, тот, кто сопереживает. Берет на себя боль и страдания всех личностей. Очень чувствительный и восприимчивый, но рассеянный. Большую часть времени пребывает в замешательстве. Темные рыжевато-русые волосы, глаза голубые, рост небольшой. 8. Кристин, 3 года. Ребенок для угла. Названа так, потому что именно она в школе стояла в углу. Смышленная маленькая англичанка. Умеет читать и писать печатными буквами, но страдает нарушением речи. Любит рисовать и раскрашивать картинки с цветами и бабочками. Светлые волосы до плеч, голубые глаза. 9. Кристофер, 13 лет. Брат Кристин. Говорит с британским акцентом. Послушный, но беспокойный. Играет на губной гармонике. Волосы светло-коричневые, как у Кристин, но челка короче. 10. Адалана, 19 лет. Лесбиянка. Застенчивая и самоуглубленная. Пишет стихи, готовит пищу и занимается хозяйством за всех остальных. У Адаланы длинные прямые черные волосы. Поскольку ее карие глаза иногда непроизвольно двигаются из стороны в сторону вследствие нистагма, про нее говорят, что у нее танцующие глаза. Следующая группа – нежелательные личности. Эти личности подавляются Артуром, поскольку обладают нежелательными чертами. Впервые они были выявлены доктором Дэвидом Колом из Афинского центра психического здоровья штата Огайо. 11. Филипп, 20 лет. Головорез, житель Нью-Йорка, имеет сильный бруклинский акцент, говорит на жаргоне. Упоминание имени Фил дало полиции и прессе основание считать, что помимо 10 уже известных личностей существуют и другие. Совершил несколько мелких преступлений. Курчавые каштановые волосы, карие глаза, крючковатый нос. 12. Кевин, 20 лет. Планировщик. Мелкий преступник, планировал ограбление аптеки. Любит писать. Блондин с зелеными глазами. 13. Уолтер, 22 года, австралиец. Воображает себя охотником на крупную дичь. Часто используется в качестве наводчика. Подавляет эмоции. Эксцентричный, носит усы. 14. Эйприл, 19 лет. Стерва, бостонский акцент. Вынашивает планы дьявольской мести отчиму Билли. Другие говорят, что она безумна. Умеет шить, помогает по хозяйству. Черные волосы, карие глаза. 15. Сэмюэль, 18 лет. Прозвище «Вечный жид». Ортодоксальный еврей, единственный из всех личностей, кто верит в Бога. Скульптор, резчик по дереву. Черные вьющиеся волосы, борода, карие глаза. 16. Марк, 16 лет. Рабочая лошадка, безинициативный. Делает что-либо, только если кто-то заставит. Предпочитает монотонную работу. Если делать нечего, просто сидит, уставившись в стенку. Иногда его называют зомби. 17. Стив, 21 год. Закоренелый обманщик. Смеется над людьми, пародируя их. Самовлюблен, эгоцентричен. Единственный из всех, кто не согласен с диагнозом множественной личности. Его насмешливое подражание часто приносит другим неприятности. 18. Ли, 20 лет. Комик. Проказник, клоун, остряк. Его розыгрыши раздражают других, заставляя вступать в драку, в результате чего они попадают в карцер в тюрьме. Жизнью не дорожит, о последствиях своих поступков не думает. Темно-каштановые волосы, карие глаза. 19. Джейсон, 13 лет. Нагнетательный клапан. Своими истерическими реакциями и вспышками раздражения, которые часто кончаются наказанием, он как бы выпускает пар. Блокирует плохие воспоминания, вызывая у других личностей амнезию. Шатен, карие глаза. 20. Роберт, Бобби. 17 лет, фантазер. Постоянно грезит о путешествиях и приключениях. Мечтает сделать мир лучше, но не имеет амбиций или каких-либо интеллектуальных интересов. 21. Шон, 4 года. Глухой. Не способен сосредоточиться, его часто считают умственно отсталым. Издает жужжащие звуки, чтобы почувствовать вибрации в голове. 22. Мартин, 19 лет. Сноб. Житель Нью-Йорка, любит покрасоваться. Хвастун, напускает на себя важность.
Хочет много иметь, но не хочет работать. Блондин, серые глаза. 23. Тимми. 15 лет. Работал в цветочном магазине, где встретился с гомосексуалистом, который напугал его своим вниманием. Ушел в себя, замкнулся. И, наконец, последняя, 24-я личность. Учитель, 26 лет. Сумма всех 23 личностей, объединенных в одну. Научил других тому, что они знают. Блестящий ум, восприимчив, обладает тонким чувством юмора. Он говорит: «Я Билли все в одном», и относится к другим как к андроидам, которых сам создал. Учитель помнит почти все. Именно его проявление и сотрудничество сделало возможным встречу с писателем Дэниелом Кизом и выходу его книги под названием «Множественные умы Билли Миллигана». Он – учитель. Билли силился понять это. Сначала был только Билли Ядро, тот, который родился и имел свидетельство о рождении. Затем он распался на множество частей, но все это время за отдельными частями стоял некто безымянный. Кто-то, кого Рейджин называл учителем. В некотором смысле невидимая, фрагментарная, похожая на дух сущность, называемая учителем, создала всех других, и детей, и монстров, и поэтому он один нес ответственность за их преступления. Билли закрыл глаза и почувствовал странное тепло, поднимающееся от ног вверх, в туловище, в руки, в плечи и в голову. Он ощутил вибрацию и пульсацию. Он посмотрел вниз и увидел пятно, яркое пятно света, слепящие глаза. Глядя вниз, он понимал, что они должны встать на пятно, все вместе, сразу. Потом они оказались на пятне, в пятне, прошли сквозь пятно, падают, мчатся сквозь внутреннее пространство. Все люди плывут вместе, скользят вместе, соединяются. А потом он оказался на другой стороне. Миллиган сжал руки и протянул их вперед, глядя на них. Теперь он знал, почему ему не удавалось стать цельным. Другие не были выявлены. Все личности, которых он создал, все их действия, мысли, воспоминания с раннего детства Билли до этого момента, теперь вернулись к нему. Он знал и свои положительные творения, и свои неудачи. Тех самых нежелательных, которых Артур пытался контролировать и прятать. Теперь Билли знал всю свою историю. Их глупости, их трагедии, их еще не раскрытые преступления. И еще он знал, что когда подумает о чем-то или вспомнит и расскажет об этом писателю, остальные 23 тоже услышат это и узнают историю своих собственных жизней. Раз они будут знать, амнезия исчезнет, и они уже никогда не смогут быть такими же. Это печалило его, словно он потерял что-то. Надолго ли? Уильям Стэнли Моррисон родился 14 февраля 1955 года в Майами. У него был старший брат Джимбо и младшая сестра Кэти. Родители в браке не состояли. Его мать Дороти выросла в сельской местности Огайо и, будучи изначально замужем за Диком Йонасом, жила в Сёрклвилле, но после развода переехала в Майами, где стала работать певицей. Там же она познакомилась и сошлась с женатым комиком Джонни Моррисоном. К 1960 году Джонни Моррисон находился в состоянии сильной депрессии. Его сокрушили медицинские расходы, из-за которых он брал взаймы много денег, и имел проблемы с алкоголем. В 1958 году Моррисон был госпитализирован по причине алкоголизма и депрессии, а в конце того же года он неудачно попытался покончить с собой. Он попытался отравиться снотворным, запив его виски. Спустя несколько месяцев, 18 января 1960 года, 36-летний Джонни Моррисон совершил новую попытку самоубийства, на этот раз удачную. Он отравился угарным газом. Тогда в 4 года у Билли начали проявляться первые признаки расстройства множественной личности. А вдовевшая Дороти вместе с детьми вернулась из Майами в Сёрклвилл, где она вступила в повторный брак с Диком Йонасом. Около года спустя они развелись. В 1963 году Дороти встретила Челмера Миллигана, предыдущая жена которого развелась с ним из-за, как она выразилась, грубого пренебрежения. У Челмера было 2 дочери, одна из которых, Чалма, была ровесницей Билли. 27 октября 1963 года Дороти и Челмер поженились. И с самого начала Билли не взлюбил отчима. Вскоре после свадьбы, когда все они переехали в соседний город Ланкастер, Дороти обнаружила, что Челмер необычайно суров со всеми 4 детьми. Прекратились разговоры за обеденным столом. Не стало смеха. Соль надо было подавать друг другу только по часовой стрелке.
Когда приходили гости, дети должны были сидеть смирно с прямыми спинами, ступни строго на полу, руки на коленях. Расщепление личности Билли прогрессировало. Многие из личностей не понимали, кем им приходятся дети в доме, которые являлись братьями и сестрами Билли, а также Дороти и Челмер. Учитель, 24-я личность, очень хорошо помнил одно воскресенье, спустя неделю после 1 апреля 1964 года. 7 недель назад Билли исполнилось 9 лет, и он стал замечать, что папа Чел постоянно следит за ним. Билли взял журнал и стал посматривать его, но когда он поднял голову, то увидел, что Челмер сидит с каменным лицом, опершись подбородком на руку, и пустыми зелено-голубыми глазами неотрывно следит за всем, что делает Билли. Билли встал, аккуратно положил журнал на кофейный столик и сел на кушетку так, как его учили. Ступни на полу, руки на коленях. Но Челмер продолжал смотреть на него. Билли встал и вышел на заднее крыльцо. Чувствуя беспокойство и не зная, чем заняться, он решил поиграть с Блэкджеком. Все говорили, что Блэкджек злой пес, но Билли ладил с ним. Когда он поднял голову, то увидел, что Челмер наблюдает за ним из окна ванной комнаты. Испугавшись взгляда Челмера, Билли обошел дом и сел в палисаднике, дрожа всем телом, хотя вечер был теплым. Разносчик кинул газету, Билли встал и хотел унести ее в дом, но там стоял Челмер и смотрел на него из окна. Оставшийся день и вечер Билли чувствовал, как глаза Челмера буквально буравят его. Не зная, что Челмер собирается сделать, он задрожал. Челмер ничего не сказал и вообще не разговаривал, но куда бы Билли ни направлялся, глаза его повсюду следовали за мальчиком. Однажды семья смотрела одну из программ Уолта Диснея «Чудесный мир цвета», и Билли растянулся на полу перед телевизором. Время от времени он оглядывался и видел холодный пустой взгляд Челмера. Когда он пересел на кушетку поближе к матери, Челмер встал и с шумом вышел из комнаты. В ту ночь Билли спал плохо. На следующее утро перед завтраком Челмер пришел на кухню, вид у него был такой, словно он тоже плохо спал. Он объявил, что он и Билли поедут на ферму, там много работы. Челмер вел машину за всю дорогу, не проронив ни слова. Он открыл гараж и завел трактор в амбар. Потом Билли закрыл глаза. Он почувствовал боль. В заявлении доктора Джорджа Хардинга суду говорится: пациент сообщает, что он лично подвергался садистскому и сексуальному насилию, включая анальный половой акт, совершаемый мистером Миллиганом. По словам пациента, это произошло, когда ему было 8 или 9 лет, и продолжалось в течение года, обычно на ферме, где он находился один с отчимом. По его словам, он боялся, что отчим его убьет, так как тот грозился закопать мальчика в амбаре и сказать матери, что он убежал. Именно в этот момент разум, чувства и душа Билли Миллигана разлетелись на 24 части. Позднее Кэти, Джимбо и Челла подтвердили воспоминания учителя о том, как отчим впервые избил их мать. По словам Дороти, Челмер пришел в ярость, увидев, как она разговаривает с негром, работавшим на соседнем станке. Просто она заметила, что человек задремал над соборочным конвейером, подошла к нему, разбудила, тронув за плечо и сказала, что дремать опасно. Он улыбнулся и поблагодарил ее. Вернувшись на свое рабочее место, она увидела, что Челмер сердито смотрит на нее. На протяжении всего пути домой он мрачно молчал. Уже дома он ударил мать. Билли был в комнате и видел это. Он пришел в ужас. Ему хотелось защитить ее, остановить Челмера, чтобы тот не убил маму. Но он чувствовал запах ликера и боялся, что Челмер убьет его и закопает, а потом скажет маме, что он сбежал. Билли убежал в свою комнату, захлопнул дверь спиной и зажал уши руками. Но он не мог не слышать маминых криков. Плача, он медленно сполз по двери на пол, плотно закрыл глаза, и глухота Шона наконец принесла долгожданную тишину. Это был первый из тех плохих периодов спутанного времени, который вспомнил учитель. Жизнь стала все более запутываться, когда Билли блуждал где-то, теряя время, не зная ни дня, ни недели, ни месяца. В 4 классе учителя заметили его странное поведение. Когда одна из его личностей, не зная, что происходит, вдруг говорила что-то странное или вставала и начинала ходить по комнате, Билли ставили в угол. Но эта 3-летний Кристин все время приходилось стоять в углу, уткнувшись лицом в стену. Она могла стоять там очень долго, не говоря ни слова, избавляя Билли от неприятностей. Марк, который ни на чем не мог подолгу удерживать внимание, кроме ручного труда, давно бы ушел. Томми восстал бы. Дэвид страдал бы. Джейсон, нагнетательный клапан, стал бы кричать. Бобби ушел бы в свои фантазии. Сэмюэль,
иудей, как и Джонни Моррисон, стал бы молиться. Любой из них или другие могли сделать что-то не то и тем самым еще больше навредить Билли. И только Кристин, которой всегда было 3 года, могла терпеливо стоять в углу и молчать. Кристин была ребенком для угла. Когда Кэти и Джимбо впервые услышали британский акцент, они подумали, что Билли строит из себя клоуна. Артур был очень удивлен, почему они называют его Билли, если его имя Артур. Он был очень умен и отвечал за планирование и мозговую деятельность. Артур иногда появлялся в школе, чтобы поправить учителя, когда они проходили мировую историю, особенно если предметом изучения была Англия и ее колонии. Большую часть времени он проводил в публичной библиотеке Ланкастера. Из книг и из воспоминаний очевидцев можно узнать больше, чем от недалеких провинциальных учителей. Учителя называли Билли лентяем, смутьяном и лжецом. С 4 по 8 классы он почти не выходил из кабинетов разных консультантов, директора школы, школьного психолога. Приходилось жить в постоянной борьбе. Сочинять истории, искажать правду, придумывать такие объяснения, чтобы никто не догадался, что в большинстве случаев он не знает, что с ним произошло дни, часы и даже минуту назад. Все заметили, что он периодически находится в состоянии транса. Укрепилось мнение, что он странный. Когда Билли начал понимать, что отличается от других людей, что не все теряют время, что другие люди говорят о каких-то его словах или делах, о которых он только один ничего не может вспомнить, тогда Билли решил, что сошел с ума. Он скрыл это. Каким-то образом ему удавалось хранить свой секрет. Учитель вспомнил, что это случилось весной 1969 года, когда Билли исполнилось 14 лет, и он уже был в 8 классе. Челмер взял его на ферму, увел за кукурузное поле, дал ему лопату и приказал копать. Позднее доктор Стелла Кэролин описала этот эпизод в своем заявлении, которое она зачитала на суде. Отчим подверг его сексуальному насилию и грозился закопать живьем, если Билли пожалуется своей матери. Он действительно закопал ребенка, оставив у его лица трубку для воздуха. Прежде чем откопать ребенка, он помочился через трубку прямо ему в лицо. С того дня Дэнни стал бояться земли. Он больше никогда не ляжет на траву, не дотронется до земли, не нарисует пейзажа. Несколько дней спустя Билли вошел в свою комнату и хотел включить лампу на прикроватной тумбочке, но лампа не загорелась. Вновь и вновь нажимал он на выключатель. Ничего. Билли взял на кухне новую лампочку и вернулся в комнату, чтобы поставить ее, как это делала мама. От удара током мальчика отшвырнуло к стене. Томми открыл глаза и огляделся вокруг, не зная, чего ожидать. Он увидел электрическую лампочку на кровати, взял ее, заглянул под абажур и стал вкручивать. Когда он дотронулся до металлического кольца патрона, его ударило током. Томми решил разобраться, почему так происходит. Именно тогда его начали привлекать физические процессы и различная техника. В дополнение к тайному освоению моторов и электрооборудования, Томми стал изучать способы побегов. Прочитав о великих мастерах Гудини и Сильвестре, он был разочарован, узнав, что некоторые из их великих побегов были просто трюками. Джимбо вспоминал, что когда они стали постарше, брат попросил его крепко связать ему руки веревкой, а потом уйти. Когда Томми оставался один, он изучал всякие узлы и постигал простейшие способы избавляться от веревок. Он научился так вертеть своими запястьями, сделал их такими подвижными, что веревки соскальзывали. Он обвязывал одну руку веревкой, а другой рукой, держа ее за спиной, развязывал узел. Билли любил цветы и поэзию, любил помогать матери по дому, но он знал, что Челмер называет его неженкой и чокнутым. Поэтому он перестал помогать матери и писать стихи. Появилась Адалана, чтобы все это делать за него, но втайне. Однажды вечером Челмер сел перед телевизором, чтобы посмотреть фильм о Второй мировой войне. В этом фильме гестаповец бил свою жертву шлангом. Когда кино закончилось, Челмер вышел во двор и отрезал длинный кусок от садового шланга, сложил его вдвое и замотал черной лентой сложенные вместе концы, чтобы получилась ручка. Войдя в дом, он увидел, что Билли моет посуду. Прежде чем Адалана сообразила, что случилось, она почувствовала сильный удар по пояснице, от которого упала на пол. Челмер повесил шланг за петлю на дверь спальни и лег спать. Адалана поняла, что мужчины жестокие и отвратительные, и что им нельзя доверять. Она очень хотела, чтобы Дороти или одна из девочек, Кэти или Челла, обняла ее, поцеловала и заставила уйти все ее страхи и обиды.
Однако ей было известно, что это вызовет неприятности, поэтому Адалана легла и плакала, пока не уснула. Челмер часто пользовался тем шлангом и особенно доставалось Билли. Дороти вспоминала, что она вешала свой халат или ночную рубашку на дверь спальни, надеясь, что если Челмер не увидит этого шланга, то и не возьмет его в руки. Однажды после того, как он долго им не пользовался, Дороти его просто выкинула. Челмер так никогда и не узнал, куда девался шланг. Аллен впервые встал на пятно, когда пытался уговорить соседских ребят-хулиганов не бросать его в котлован, вырытый для фундамента нового дома. Он спорил с ними, используя все свои способности мошенника, но это не помогло. Они все равно бросили его в яму и стали кидаться в него камнями. Ну что ж, раз так, то уклоняться бесполезно. Рейджин встал на ноги, вынул из кармана складной нож и ринулся вверх по склону навстречу мальчишкам, на ходу раскрывая нож и переводя взгляд с одного хулигана на другого, чтобы определить, кто нападет первым. Он без колебаний пырнул бы любого из них ножом. Они специально выбрали жертвой мальчишку, который был на целый фут ниже их ростом, и явно не ожидали, что он решится противостоять им. Хулиганы разбежались, и Рейджин пошел домой. Позднее Джимбо вспоминал, что когда родители мальчишек пожаловались, что Билли угрожал ножом их сыновьям, Челмер выслушал только их сторону, вывел Билли на задний двор и поколотил его. Рейджин знал кое-кого из тех, кто делил с ним тело Билли. Он знал Билли, знал его с того самого момента, как стал сознавать себя. Знал Дэвида, который брал на себя боль всех других. Знал Дэнни, жившего в постоянном страхе, и 3-летнюю Кристин, которую Рейджин обожал. Он знал, что существуют и другие, те, которых еще не видел. Голоса и происходящие события нельзя было объяснить наличием лишь 5 человек. Рейджин знал, что его фамилия Водосковинич, что его родина называется Югославией, а причина его существования – уметь выжить в любых условиях и использовать любые способы, чтобы защитить других. Он сознавал свою силу и способность чувствовать опасность, как паук чувствует раздражающее присутствие незваного гостя на своей паутине. Рейджин был способен вобрать в себя страхи других и преобразовать их в действия. Он поклялся тренировать себя, совершенствовать свое тело, постигать боевые искусства и учиться обращению с оружием. Директор средней школы обнаружил, что Билли Миллиган часто уходит из класса и сидит на ступеньках около его кабинета или в последнем ряду зрительного зала. Он всегда садился рядом с мальчиком и разговаривал с ним. Иногда Билли рассказывал о своем покойном отце и говорил о том, что когда вырастет, хочет быть комиком. Говорил о том, что дома у них очень плохо. Нечасто директор осознавал, что мальчик находится в трансе. Тогда он сажал Билли в свою машину и отвозил его домой. После того, как подобные случаи участились, он направил Билли в окружную клинику ориентации и психического здоровья в городе Фэрфилде, где ему поставили диагноз – истерический невроз с множественными пассивно-агрессивными проявлениями. Через 5 недель после своего 15-го дня рождения Билли Миллиган был помещен Дороти и Челмером Миллиганами в детское отделение общественной больницы города Коламбуса, как добровольный пациент. Билли решил, что из-за постоянно поступающих на него жалоб и его плохого поведения мать сделала выбор. Решила Челмера оставить себе, а его сбыть с рук. Джейсон демонстрировал вспышки раздражения. Он служил как бы выпускным клапаном, который мог снять излишнее напряжение громкими криками. Он оставался интровертным до тех пор, пока не наступало время выпустить пары. Этот Джейсона поместили в изолятор в общественной больнице города Коламбуса. Через 3 месяца Билли выписали из больницы. Резюме работника патронажа при выписке гласило: до выписки Билли манипулировал персоналом и пациентами. Он выходил из неприятных ситуаций с помощью злонамеренной лжи, нанося вред репутации других людей и не чувствуя угрызений совести. Его отношение к сверстникам было поверхностным, а сверстники не доверяли ему из-за постоянной лжи. В январе 1971 года Билли поступил на неполный рабочий день рассыльным в бакалейном магазине. Он решил потратить часть денег из своей первой зарплаты и купить мясо для Челмера. Рождественские праздники прошли спокойно, и Билли подумал, что если он покажет своему отчиму, что заботится о нем, возможно, Челмер перестанет приставать к нему. Билли подошел к заднему крыльцу и увидел, что дверь на кухню сорвана с петель. На кухне были бабушка и дедушка Миллиган, а также Кэти, Челла и Джим. Мама прижимала к голове окровавленное полотенце. Лицо у нее было черное и синее.
Появился Рейджин и решил убить Челмера. Однако Артур убедил его не делать этого. Когда всю школу пришлось эвакуировать из-за того, что в ней нашли бомбу, все подозревали Билли Миллигана, хотя и не смогли ничего доказать. Томми отрицал, что изготовил бомбу. Бомба была не настоящая, хотя и могла бы сработать. Томми не лгал, когда говорил, что это не он сделал бомбу. Он никогда бы не соврал. Просто научил одного парня, как ее сделать, и даже нарисовал схему, но сам к ней не притрагивался. Он не такой дурак. Однако Миллигана исключили из школы. В 1972 году, спустя 5 недель после того, как Билли Миллигану исполнилось 17 лет, за неделю до того, как Джим был призван в армию, в военно-воздушные силы, Томми и Аллена призвали во флот. Однако остальные личности не хотели служить, поэтому 1 мая, через месяц и 1 день после зачисления на службу, Уильям Стэнли Миллиган был уволен из рядов военно-морского флота США на почетных условиях. А уже в июле этого же года Аллен отказался заплатить за услуги проституток, и те заявили на него в полицию. Так Билли Миллиган получил первый срок за изнасилование. Его отправили в исправительный лагерь для подростков в Зейнсвилле. Во время пребывания в Зейнсвилле Артур изучал поведение тех, кому позволялось вставать на пятно, и понял, что ключом к выживанию в обществе является самоконтроль. Без правил будет хаос, опасный и для себя, и для других. Ему вдруг подумалось, что правила в лагере для подростков были полезны. Вот что им понадобится, когда они станут жить самостоятельно. В сентябре 1973 года Билли Миллиган был выпущен из Зейнсвилля. Артур объяснил Рейджину разработанные им правила поведения. Рейджин был согласен, и Артур познакомил с правилами всех остальных. Первое. Никогда не лгать. На протяжении всей жизни их обвиняли в том, что они патологические лжецы. Это было несправедливо. Просто один не знал того, что делал другой. Сознательная ложь в такой ситуации становилась полной катастрофой. Второе. Хорошо себя вести по отношению к женщинам и детям. Это означает не ругаться, соблюдать надлежащий этикет. Например, входя в помещение, пропускать вперед женщин и детей. Дети должны сидеть за столом прямо, не горбиться. На коленях должны лежать салфетки. Женщин и детей следует всегда защищать. Если кто-нибудь из них увидит, что мужчина обижает женщину или ребенка, он или она должны немедленно освободить пятно, чтобы Рейджин мог справиться с ситуацией. Если кому-нибудь из семьи будет грозить опасность, освобождать пятно не требуется. Рейджин сам займет место. Третье. Соблюдать целибат. Мужчины никогда не должны попадать в положение, когда их можно будет обвинить в изнасиловании. Четвертое. Все свое время посвятить самосовершенствованию. Никто не должен тратить время на чтение комиксов или на телевизор. Каждый должен учиться в той области, которая ему или ей интересна. Пятое. Уважать личную собственность каждого члена семьи. Это правило должно особенно строго соблюдаться в отношении продажи рисунков. Любой может продать рисунок, не подписанный или с подписью Билли или Миллиган. Но рисунки, выполненные и подписанные Томми, Дэнни и Алленом, считаются их личной собственностью, и никому не позволяется продавать что-либо, не принадлежащее ему или ей. Любой, нарушивший эти правила, навсегда лишается права занять пятно и будет отправлен в тень вместе с другими нежелательными. О правилах Артур сообщил каждому по очереди. В дополнение к общему кодексу поведения, каждый, занимающий пятно, имел свои особые обязанности. Кристин так и осталась 3-летней девочкой и постоянно ставила всех в затруднительное положение. Но Рейджин настоял, что раз она появилась первой и осталась ребенком семьи, Кристин никогда не будет считаться нежелательной. Иногда она может стать полезной, когда необходимо, чтобы на пятне стоял кто-то, кто не может общаться и не знает, что происходит. Но и Кристин должна работать над собой. С помощью Артура она должна научиться читать, писать и правильно говорить. Томми продолжит изучение электроники и механики. Умение открывать замки и сейфы должно использоваться лишь с одной целью – убежать от опасности. Нельзя помогать в воровстве другим, нельзя и самому быть вором. В свободное время практика в игре на саксофоне и занятия живописью. Свою воинственность Томми будет контролировать, используя по мере необходимости при общении с другими людьми. Рейджин должен заниматься карате и дзюдо, бегать и поддерживать отличную физическую форму. Следуя советам Артура, Рейджин научится управлять потоком адреналина, чтобы концентрировать энергию в момент опасности. Часть следующей зарплаты пойдет на покупку пистолета, чтобы он учился стрелять. Аллен должен совершенствовать свое красноречие и заниматься портретной живописью,
снимая излишнее напряжение игрой на барабанах. Он должен будет занимать пятно, когда возникнет необходимость повлиять на кого-то, например, знакомиться с людьми. Адалана пусть пишет стихи и развивает кулинарные способности. Это пригодится, когда они будут жить в своей квартире. Дэнни сосредоточится на писании натюрмортов и овладеет аэрографом. Поскольку он подросток, он будет заботиться о младших. Артур будет заниматься наукой, особенно медициной. Он отправил заявление на заочные курсы по клинической гематологии. Свою четкую логику и способность к аргументации он использует в работе с законами. Остальным было приказано использовать каждую минуту для расширения своих знаний и самосовершенствования. Артур предупредил, чтобы никто не терял времени, ум каждого должен быть постоянно в работе. Каждый член семьи должен стремиться к своей цели и в то же время быть образованным и культурным человеком. Они должны думать об этом, пока не занимают пятна в данный момент, и интенсивно практиковаться, пока владеют сознанием. Маленьким категорически запрещалось водить машину. Если кто-нибудь из них окажется на сиденье шофера, он немедленно должен пересесть на место пассажира и ждать, когда кто-то постарше придет и поведет машину. Все согласились с тем, что Артур очень тщательно все продумал. В январе 1975 года Кевин спланировал и осуществил 2 ограбления. Ровно через 2 года после лагеря Зейнсвилля Миллигана посадили в тюрьму округа Фэрфилд. 27 марта 1975 года Уильям Стэнли Миллиган признал себя виновным в ограблениях, в том числе с отягчающими обстоятельствами. Через 2 месяца Аллен узнал, что суд определил ему условное освобождение только за ограбление на придорожных местах отдыха, но за ограбление аптечного магазина ему грозило от 2 до 5 лет тюрьмы. Все были ошеломлены. В тюрьме Билли, а точнее Артур, начал работать в тюремной лаборатории. Старался изо всех сил, чтобы попытаться получить условно-досрочное освобождение. Через 2 года, 5 апреля 1977 года, Аллен появился перед комиссией по условно-досрочному освобождению. Ему сказали, что его освободят через 3 недели. А в октябре этого же года произошли изнасилования, с которых и началась цепь событий, которая в итоге привела к феномену Билли Миллигана. Адалана, одна из личностей, всегда мечтала о том, чтобы кого-то любить, обнимать, прижиматься к любимому человеку. Для нее самой важной вещью была любовь. Она считала, что на нее не распространяются запреты Артура по поводу контактов с женщинами, ведь она сама была женщиной. А еще она была лесбиянкой. Именно она находилась в пятне, когда в октябре 1977 года произошли изнасилования 3 женщин, а также другие события, о которых было рассказано в первой части этого фильма. Все личности Билли в процессе лечения начали собираться в одну. Процесс шел медленно, но довольно успешно. Однако в процессе слияния у Билли начали пропадать таланты, присущие каждой из его личностей. В первые недели 1979 года писатель часто навещал Билли Миллигана в Афинском центре психического здоровья. Учитель рассказывал ему о прошлом, описывая, что видели, думали и делали другие с самого начала. При этом все они, за исключением Шона, который был глухим, слушали и узнавали свои истории. Учитель все увереннее отзывался на имя Билли. Порой случались переключения, когда кто-то другой говорил с писателем, но Билли чувствовал, что чем дольше он сможет оставаться цельным, свободным от враждебности и страха, что собственно и вызывало неуправляемые переключения, тем быстрее сможет овладеть собой и начать новую жизнь. Деньги от продажи картин помогут ему после выздоровления. Билли читал, штудировал медицинскую литературу, делал утренние пробежки, занимался спортом и живописью. Он нарисовал Артура, Дэнни, Шона, Адалану и Эйприл, купил модели молекул в университетском книжном магазине и стал самостоятельно изучать физику, химию и биологию. Приемник для персональной радиосвязи позволил ему установить контакт с другими радиолюбителями. Билли говорил с ними о борьбе против насилия над детьми. Прочитав в местной газете, что убежище сестер, афинская организация для женщин, которых избивают мужья, испытывает трудности с оплатой счетов и поэтому может быть закрыта, Билли пожертвовал $100. Но когда сестры узнали имя жертвователя, они отказались принять эти деньги. 10 января, немногим более чем через месяц после его перевода в Афины, Билли открыл счет в банке на имя Фонда борьбы с насилием над детьми и вложил $1000. Это была часть 5-значной суммы, которую он получил от одной женщины в Коламбусе. Женщина намеревалась открыть художественную галерею и приехала в Афинский центр психического здоровья, чтобы купить картину «Грация Кэтлин». Кроме того, Миллиган заказал партию наклеек на бамперы,
Черные буквы на желтом фоне. «Обними сегодня своего ребенка. Это не больно. Пожалуйста, помогите остановить насилие над детьми. Билли». Кто-то поддерживал Билли, кто-то избегал его, кто-то ему угрожал. Несколько раз его избивали. Ему разрешили покидать территорию клиники. Однажды, когда он шел по улице, рядом с ним остановилась машина. Открылось окно, и оттуда показалась рука с пистолетом. Билли Миллиган снова распался. Часто после этого Билли говорил, что не знает, кто он. При частичном слиянии он стал человеком без имени. Он сообщил, что Рейджин потерял способность говорить по-английски. Личности перестали разговаривать друг с другом. 10 декабря 1979 года суд принял следующее решение в отношении дальнейшей судьбы Миллигана. Первое. Ответчик является психически больным, что проявляется в существенном нарушении мышления, настроения, восприятия, ориентации и памяти, а это в свою очередь значительно ухудшает его суждение, поведение и восприятие реальности. Второе. Психическая болезнь ответчика – состояние, диагностируемое как множественная личность. Третье. Ответчик – психически больной человек, подлежащий госпитализации согласно решению суда, поскольку по причине своей болезни он представляет серьезную опасность для себя, как следует из угроз самоубийства, и опасность для других, как следует из недавнего буйного поведения. Ответчик нуждается в лечении в психиатрической клинике, о чем свидетельствует его поведение, представляющее серьезную и неизбежную угрозу себе и другим. Четвертое. Ввиду своей психической болезни, ответчик представляет опасность для себя и для других, и поэтому нуждается в госпитализации в учреждении с максимально строгим режимом. Пятое. Ввиду того, что ответчик диагностирован как множественная личность, его лечение должно соответствовать его диагнозу. В связи с вышеизложенным суд постановляет поместить ответчика в государственную клинику в Лиме, штат Огайо, для лечения, соответствующего диагнозу упомянутого ответчика как множественной личности. Заверенные печатью копии данного постановления передать в государственную клинику в Лиме, штат Огайо. Дэвид Р. Кинуорти, судья. Окружной суд по гражданским делам, округ Аллен. Отделение по делам наследства. В октябре 1980 года Департамент штата по проблемам психического здоровья сообщил, что клиника в Лиме больше не будет считаться государственной клиникой для психически больных преступников и станет тюрьмой, подведомственной Департаменту исправительных учреждений. Через месяц, 19 ноября 1980 года, Билли Миллигана привезли в Дейтонский центр судебной медицины. Артур и Рейджин, чувствуя отчаяние Билли Н. и боясь, что он может попытаться убить себя, снова усыпили его. 21 апреля 1981 года районный апелляционный суд 4-й инстанции штата Огайо рассмотрел решение суда, по которому Билли был отправлен в Лиму. Суд решил, что его перевод из учреждения с менее строгим режимом в клинику с максимально строгим режимом, государственную клинику в Лиме, без уведомления его или его семьи, без разрешения пациенту присутствовать, консультироваться со своим адвокатом, вызывать свидетелей, то есть без предоставления ему права на слушание по всей форме закона, является грубым нарушением. Необходимо отозвать приказ о переводе и возвратить пациента в то место, где он находился до незаконного перевода. 8 апреля 1982 года судья Джей Флауэрс обязал Департамент по проблемам психического здоровья перевести Билли Миллигана обратно в Афинский центр психического здоровья. Пациент может рисовать и заниматься резьбой по дереву, но не разрешается отпускать его одного за пределы отделения. Прежде чем разрешить Миллигану покинуть территорию клиники, следует известить суд. 15 апреля 1982 года в 11 часов утра после 2,5 лет пребывания в 3 клиниках Огайо с максимально строгим режимом, Билли Миллиган возвратился в Афины. Через 2,5 года, 21 ноября 1984 года, Билли предъявлено несколько обвинений после того, как его обвинили в вождении грузовика, из которого велась стрельба. После судебного разбирательства в 1989 году Миллиган отказался от оспаривания обвинений и был приговорен к отбыванию срока. 4 июля 1986 года Билли сбежал из центральной психиатрической клиники Огайо. 20 ноября того же года, спустя 4 месяца, его арестовали в Майами и снова отправили в Огайо. Через 2 года, 30 мая 1988 года, Билли был освобожден из-под стражи, но оставался под надзором. В июле Билли начинает работать оператором компьютера в Департаменте психического здоровья штата Огайо. Через год, 27 октября 1989 года,
Открылась скандальная выставка работ Билли Миллигана в галерее Коламбуса. 6 марта 1990 года Билли признал себя виновным в краже. 1 августа 1991 года Билли освобождают от государственного надзора. Через 5 лет, в январе 1996 года, суд Калифорнии признал Миллигана неспособным самостоятельно заниматься финансовыми делами. В феврале генеральный прокурор Огайо подает ходатайство в суд Калифорнии о взыскании $150 тысяч, заработанных Билли в виде гонораров за книгу «Множественные умы Билли Миллигана» писателя Дэниела Киза. Он жил в Калифорнии, владел мелкой киностудией Stormy Life Productions и собирался снять короткометражный фильм, который, видимо, так и не был выпущен. Позднее, 26 ноября того же года, он объявил себя банкротом. Далее место его жительства и род занятий неизвестны. Все прежние знакомые потеряли с ним связь. Через 2 года, 7 июля 1998 года, штат Огайо выплачивает Билли $120 тысяч, оставшиеся после выплат по долгам при банкротстве. Еще через 2 года, 7 марта 2000 года, Билли перестает быть банкротом. Далее о его жизни ничего не было известно. По словам его адвоката, на некоторых стенах комнат его дома прекрасные фрески, другие исписаны математическими формулами. Это за пределами человеческих возможностей – знать все о Билли Миллигане. 16 декабря 2014 года по телевидению сообщили, что Уильям Стэнли Миллиган скончался от онкологического заболевания 12 декабря того же года, в возрасте 59 лет, находясь в доме престарелых в Коламбусе, Огайо.